Здравствуйте, меня зовут Ипполит Александрович Прощаков. Я земский доктор. Кто такой земский доктор? Сейчас я вам расскажу. Земская медицина родилась после реформ 1864 года. Были созданы земства, органы местного самоуправления. Именно на них легла забота о здоровье народа. До этого крестьянин мог рассчитывать лишь на знахарку, баню или счастливый случай. С появлением земств стали строиться больницы. Пусть не всегда каменные дворцы, но это были островки надежды и квалифицированной помощи. Земские врачи лечили всех, кто приходил к ним, независимо от сословия и достатка. Уездный доктор редко работал в одиночку, его окружала команда. Фельдшеры, акушерки, сестры милосердия. Они не только помогали доктору, но и сами вели прием, делали простейшие операции, принимали роды. Они постоянно учились друг у друга, осваивая разные навыки. Прием земский врач вел и в больнице, и на выезде, и часто прямо у себя дома. Медики старались максимально облегчить людям доступ к помощи. Кабинет – это стул, стол, кушетка и, конечно, скляночки с лекарствами, пилюлями, микстурами. Врач использовал для диагностики все необходимое – микроскоп, инструменты, лабораторное оборудование. Это был научный подход, внедряемый даже в самых отдаленных местах. Нередко доктору приходилось выезжать к больным, далеко, в самые дальние деревни и поселения. Добирались на чем придется, верхом, в повозке, в санях, иногда даже пешком. Грязь, метель не имела значения. Когда врач видел, как в избе возле печи родители в горе склонились над ребенком, он понимал, что его место здесь. Земские врачи выезжали к слабым, к старикам, к детям. Дорога часто была тяжелой, но приходилось торопиться, больной мог и не дождаться. Знаете, несмотря на то, что это кажется далеким прошлым, медицина и тогда не стояла на месте. Она развивалась стремительно. Медики использовали вполне современные для своего времени инструменты. Прогресс в оборудовании, в технике операции был невероятный. Это не просто острые ножи, лопатки, сверла. Это точные, стерильные инструменты, позволяющие спасти от таких болезней и травм, которые раньше были смертным приговором. Операционные в земских больницах были чистыми, светлыми, с соблюдением всех санитарных норм того времени. Медики понимали важность антисептики. Более того, внедрялись и новейшие методики. Это были первые шаги к использованию электричества для лечения, первые попытки регистрации сложных процессов в теле человека. Было ли все идеально? Нет. Были очереди, была усталость, не всегда хватало средств. Но мы старались, развивали это дело изо всех сил. Сотни тысяч моих коллег работали на благо людей, часто ценой своего здоровья и самой жизни. Прошли десятилетия, сменились эпохи. Но именно тогда, в те годы, был дан старт всей современной социальной медицине, которую вы видите и сегодня. Поликлиникам, доступным больницам. Земские врачи стали началом пути медицины будущего.